Вселенная Warhammer, как известно, богата и многогранна. Найдется здесь местечко и для тех, кому по душе старая добрая фэнтезия, и для тех, кому рамки, да вообще любых сеттингов тесноваты. Я лично отношу себя ко второй категории, поэтому мой выбор это определенно 40-тысячник. Да, вселенная, которую можно назвать стёб, который вышел из-под контроля, я считаю, является чуть ли не всеобъемлющей, потому что включает в себя абсолютно все, что может заинтересовать поклонника эпической фантастики. Ну или, по крайней мере, все, что может заинтересовать меня. Проблема в том, что хорошей просто игры по Warhammer 40к, даже не ММО, днем с огнем не сыщешь. Их реально можно пересчитать по пальцам одной, максимум двух рук, да и то, скорее всего, пальцы на второй руке еще останутся. Поэтому, когда в 2021 году Focus Entertainment и Saber Interactive анонсировали продолжение Space Marine, вышедшего в 2011 году, я, прям скажем, возбудился. А когда в процессе разработки стало известно, что все это дело на выходе знатно обрастет элементами мультиплеера, я и вовсе перевозбудился. Я думаю, не нужно объяснять, насколько сильно игроки хотят ММО по вселенной Warhammer, причем без разницы какой. Поэтому на безрыбье вот такие почти ММО очень даже котируются. А особенно забегая вперед, потому что и как экшен от третьего лица спасти Марину 2 очень и очень получилось. Обо всем этом на фоне релиза Warhammer 40k Space Marine 2 и поговорим в нашем новом видео. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-креаторов. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гоха Медиа дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра ММО и РПГ с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Итак, начиналось все, хотел сказать, в 2021 году, когда Focus Entertainment и Saber Interactive анонсировали продолжение экшена от третьего лица Warhammer 40k Space Marine, вышедшего в 2011 году. Но на самом деле, конечно же, все началось как раз таки с первого Space Marine в том самом 2011 году. Да, безусловно, именно эта игра сумела завоевать сердца поклонников как Вахи, так и просто хороших игр. И, разумеется, именно благодаря этому стала возможна вторая часть. Причем, знаете, если для поклонников Вахи это был прям вау-эффект, потому что, игр, которые позволяют поиграть за вот пресловутых Space Маринов, я даже не знаю. Мы можем что-нибудь вспомнить? Напишите в комментариях. Вот мне сейчас в голову ничего такого не приходит. Именно экшоновых, где можно прям от души размахаться. По-моему, на момент 2011 года таких игр не было. И вот тут, конечно же, произошел этот самый пресловутый вау-эффект. Для всех остальных это просто была, такая крепенькая, хорошая игра. То есть, если мне не изменяет память, эффекта вау для среднестатистического пользователя не случилось. Но, тем не менее, игра заняла свою нишу, и у нее появилась своя преданная фан-база. Я, честно говоря, не знаю, почему столько надо было ждать для того, чтобы выпустить «Спасти Марину 2». Тем не менее, на презентации The Game Awards 2021 в конце концов был показан эпичный кинематографический трейлер Warhammer 40k Space Marine 2, посвященный капитану Титусу и лучшим защитникам человечества. Все как мы любим. Галактика в опасности, миры падают, Империум нуждается в нас и все в таком духе. Причем, что примечательно, за продолжение ответственны наши соотечественники из Санкт-Петербурга. Я напомню, Saber Interactive является международной компанией, которая имеет офисы в США, России, Испании, Португалии, Белоруссии и Швеции. Так что, в общем-то, ничего удивительного в этом нет, но все равно приятно. Также почти сразу стало понятно, что благодаря собственному движку Saber Swarm Engine авторы смогут реализовать по-настоящему массовую бойню против тиранидов. Особенно учитывая опыт, который получила команда при создании зомби-шутера World War Z. Там всего вот этого было навалом. Так что реально навык отточен, и можно было рассчитывать на то, что в Space Marine 2 тоже будет все достаточно массово. Но на самом деле, если что, вот если брать ожидание реальность, то реальность, конечно, превзошла всяческие ожидания, потому что, то, что сейчас вот реализовано в Space Marine 2, это прям, при том, что коридорная достаточно локация, да, то есть, там есть какие-то ответвления, разумеется, но все равно они достаточно коридорные. Вот этот бэкграунд и, в принципе, сама по себе массовость, он создает именно, такой эффект эпичности, то, что, собственно, и нужно для Warhammer 40k.
Хотел сказать, что потянулись годы ожидания, но на самом деле разработчики достаточно бодро делились подробностями о проекте, демонстрируя трейлер за трейлером. При этом, если говорить о переносах, то такой случился только один раз. Изначально игру планировалось выпустить до конца 2023 года, но было решено отложить все это дело до второй половины 2024. А в мае 2024 и вовсе произошло то, что заставило меня ждать Warhammer 40k Space Marine 2 еще более интенсивно. Оказалось, что обычного экшена от третьего лица в легендарной вселенной для Saber Interactive уже недостаточно, и команда решила реализовать в игре полноценный мультиплеер. Да, с возможностью пройти кампанию как с помощниками-неписями, так и со вполне реальными игроками в количестве 3 человек. С дополнительными операциями, рассчитанными на групповое прохождение, тоже, понятное дело, на 3 человека. Миссий пока немного, но за этим дело не заржавеет. Но, что самое важное, в игре решили реализовать PvP 6 на 6. Но вы сами понимаете, у меня не было шансов пройти мимо Warhammer 40k Space Marine 2. Всего в мультиплеере на выбор представлены 6 классов, каждый из которых обладает уникальными особенностями. Внешность персонажей разрешают кастомизировать при помощи различных настроек. Также можно открывать новое оружие и перки. Короче, как я и говорил, почти ММО во всей своей красе. А такое мы любим и уважаем. То есть, по сути, игра представляет из себя кооперативную сюжетную кампанию, действия которой разворачиваются спустя 100 лет после событий Warhammer 40k Space Marine с легендарным космодесантником Диметрианом Титусом в главной роли. Тоже кооперативные операции, направленные на реиграбельность и взаимодействие между 3 игроками. А также PvP сражения 6 на 6, в которых игроки могут сразиться с другими игроками со всего света в разных режимах на разнообразных картах. Ну не чудо ли? Знаете, Warhammer 40k Space Marine 2 это что-то вроде Darktide. Если бы в Darktide были космодесантники, если бы в Darktide была полноценная сюжетная кампания, если бы в Darktide было PvP, и если бы на Darktide не положили огромный болт разработчики. Короче, очень много если. Что примечательно, разработчики Warhammer 40k Space Marine 2 не собираются класть с прибором на свой проект после релиза. Да, у них большие планы на пострелизную поддержку. В опубликованной недавно дорожной карте они рассказали о том, чего ждать от игры, причем вплоть до 2025 года. В первом сезоне, то есть непосредственно в сентябре, у них по планам доработать поддержку ультрашироких мониторов, частные PvE-лобби и спарринг-арену на боевой барже. Во втором сезоне нас ждут новые PvE-задания, летальный уровень сложности, пистолет и новый враг. В третьем новые PvE-задания, PvP-режимы арены, новый враг, ранги престижа в PvE и расширение боевой баржи. Ну и наконец в четвертом сезоне нас порадуют режимом Орды, новым врагом и оружием. Причем все это, чтобы вы понимали, абсолютно, совершенно и полностью бесплатно. Да, безусловно, в игре есть платный контент, вот эти вот всякие сезонные батл пассы и же с ними, но насколько я понимаю, там все исключительно в рамках каких-то косметических излишеств, которые на самом деле никакими излишествами не являются, потому что, ну это же, блин, ваха, я-то в обычных просто в ММО-РПГ, в любой фэнтези, блин, обмазываюсь скинчиками. Здесь я точно знаю, что за десу. И еще не один раз. К слову, для тех, кто любит халяву, Saber и Focus готовы отсыпать скинов для оружия. Разумеется, не совсем просто так, а за просмотр одобренных стримеров на Твиче. Для чего, понятное дело, придется связать учетные записи Twitch и Pros, после чего смотреть трансляцию в течение часа. Ссылку на то, как там чего связать и получить, оставлю в описании к этому видео. Что мы имеем в сухом остатке, так сказать? Уже сейчас с уверенностью можно заявлять, что как минимум просто качественную игру с элементами мультиплеера, которые к тому же будут со временем развиваться. По сути, Saber и Focus выпустили, как я уже упоминал, этакую игру-сервис здорового человека. Причем Warhammer 40k Space Marine 2, что называется, работает и как синглплеер с кооперативом, и как мультиплеер. С графической точки зрения просто огненно. Особенно поклонники Вахи 100% будут лить на стены кипяток. Это я вам как ошпарившийся говорю. С точки зрения боевой системы, кастомизации классов, развития, все очень и очень достойно. Разумеется, можно по каждому из этих аспектов детально проходиться и нахваливать, потому что, знаете, я искал до чего доколебаться, как обычно, и не нашел. Вернее, нашел, но об этом чуть попозже. Вот по выше обозначенным аспектам все отлично, все отлично. И даже оптимизацию завезли. Вы представляете, новая игра в 2024 году с оптимизацией. Это невероятно. А что, так можно было? Из доколебок. Сразу хочу сказать, что это какая-то мелочь, но мелочь неприятная. Мне не понравилось то, что люди, которые предзаказали игру, то есть вот имеется в виду это расширенное издание, и получили доступ на 5 дней раньше, не смогли предзагрузить игру в Steam.
Причем, насколько мне известно, на консолях предзагрузка была. Почему Steam остался без такого функционала, я без понятия. И это, знаете ли, какая-то, дискриминация по платформе. Вот. Но это, как я и говорил, мелочь. В остальном просто великолепие. Отличное, просто отличное почти ММО. Пойду и дальше ей обмазываться. Ну и, разумеется, продолжу держать руку на пульсе, а вас в курсе. Впрочем, как обычно. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся. His shield, forged for a single purpose. To answer the call of war.